Всем здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия, и в этом видео мы с вами будем вязать вот такого клоуна. Его рост 27 сантиметров, съемные штанишки и есть еще небольшой аксессуар, такая шляпка. Шляпку я пришила к голове, но можно сделать и просто на завязочках. Волосы у него связаны из пряжи травка, а все остальное связано из пряжи Yarnart Jeans. Подробнее по цветам, которые я использовала, я вам распишу в описании к этому видео. Крючок я использовала 2 мм. Ну и все остальные необходимые материалы также напишу вам в инфобоксе. Можете открывать, смотреть, там будет все подробненько. Сейчас покажу, как он выглядит без штанишек. Единственное, я ему в первом этом варианте связала ножки цвета тела, но думаю, будет лучше, если связать ему ножки по цвет колготочек каких-нибудь выбрать, чтобы когда снимаешь штанишки, здесь были какие-нибудь колготки, а не просто голые ножки. Вот так он смотрится. Первым делом начинаем вязать ручки. Сейчас покажу вам поближе, как они выглядят. Вязание начинается снизу и постепенно переходит вверх. Такая у нас ручка. Она идет с рукавами-фонариками. Начинаем пряжей цвета тела. Набираем кольцо амигуруми. И в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Это у нас будет первый ряд. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Теперь кольцо затягиваем, ставим маркер. Тот, который вам более удобен. Я использую ниточку контрастного цвета. Вяжем следующий второй ряд. Нам нужно с вами провязать 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда провязываем по 2 столбика. И в итоге у нас с вами получается 12 столбиков без накида в ряду. Вяжем первый столбик в эту же петлю, второй столбик, это первая прибавка, в следующую петлю первый столбик и в эту же второй. Провяжите так еще 4 прибавки. Довязали, вяжем следующий ряд. Провязываем первый столбик, второй, третий и провязываем прибавку. Точно так же провязываем еще 2 раза 3 столбика прибавка, и получится у нас с вами 15 столбиков в ряду. Провязали. Следующий ряд провяжите 15 столбиков без накида. В пятом ряду мы ввязываем пальчик. В самую первую петлю нам нужно провязать 4 столбика с накидом, но не довязывая их, будем делать одну общую вершину. Делаем накид в первую петлю, вытягиваем и провязываем, оставляя 2 петли на крючке. Снова делаем накид, вводим в эту же петлю крючок и вытягиваем нить. Снова провязываем, оставляя 3 петли на крючке. Так нам нужно сделать еще 2 раза. Третий раз и четвертый. На крючке остается 5 петель, и мы их вместе провязываем. Провязали. Дальше продолжаем вязание. Нам нужно с вами провязать
14 столбиков без накида до конца ряда. В следующую петлю начинаем провязывать. Первый столбик, второй, третий, четвертый, и так довязывайте до конца ряда. Получившийся пальчик, эту шишечку из столбиков с накидом, просто выворачиваем наружу. Вот что у нас с вами получилось. Связали 5 ряд, следующий 6 и 7 ряд провяжите по 15 столбиков без накидов в каждом ряду. Довязали. 8 ряд мы провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий, и провязываем убавку. Убавку я делаю за передние полупетли, так она менее заметна. Провяжите так еще 2 раза, 3 столбика убавка, и в конце ряда у нас получится с вами 12 столбиков. Довязали. Далее нам нужно с вами сместить начало ряда, сделать смену цвета, но так как это у нас идет передняя часть, где пальчик, будет некрасиво, поэтому мы сейчас с вами провязываем 7 столбиков без накида, и новое начало теперь ряда у нас будет сзади ручки. Так, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 столбик. Мы до конца не довязываем, оставляем 2 петельки на крючке. Можно будет обрезать уже ниточку бежевого цвета, в ручке она нам больше не пригодится. Присоединяем белый. Присоединили, и теперь белым цветом провязываем 12 столбиков без накида. Здесь у нас начало нового ряда. Теперь мы его перенесли с передней части на заднюю. Первый столбик, второй. Провяжите так 12 столбиков, и ручку уже можно наполнить. Провязали ряд, ручку наполнили, и теперь нам нужно с вами провязать 10 ряд, 12 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по прибавке, но вязать будем только за заднюю стеночку петель. Вот у нас разделяется на переднюю половинку столбик и на заднюю. Мы вяжем только за заднюю, переднюю оставляем, потом будем делать обвязочку. Вот так выглядит потом у нас обвязка. Для этого мы сейчас оставим передние полупетельки не провязанными. Вяжем только за задние, провязываем 12 прибавок. Первая, вторая, довязываем так до конца ряда, и у нас в итоге должно получиться 24 столбика. Довязали, вяжем 11 ряд, провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий, и провязываем прибавку. Это мы провязали 1 раз, провяжите еще точно так же 5 раз. В общем, у нас должно получиться 30 столбиков в ряду. Вязали ряд до конца, последний столбик, это там, где у нас была прибавка, мы не довязываем, белую ниточку не обрезаем, оставляем, мы будем их чередовать вот так.
получается. Чередуются красный и белый каждые 3 ряда. Присоединяем ниточку красного цвета теперь. Присоединили, все подтянули. Белую не ввязываем, а оставляем. Ввязываем только один хвостик от красной. Далее следующий у нас 12, 13 и 14 ряд. Всего получается 3. Нам нужно провязать по 30 столбиков без накида в каждом ряду. Сейчас мы ввяжем вместе хвостик. Провязываем так 3 ряда. В последнем ряду, в третьем, последний столбик не довязываем, а присоединяем ниточку белого цвета. Красную также не обрезаем. Провязали. Следующий ряд мы провязываем 8 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик. Далее мы провязываем убавку. Еще точно так же 8 столбиков убавка провязываем 2 раза до конца ряда. И получится у нас в итоге 27 столбиков. Следующий ряд 16 провяжите 27 столбиков без накида. Довязали. 17 ряд мы с вами провязываем 7 столбиков без накида. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 столбик. Провязываем убавку. И повторяем так еще 2 раза. 7 столбиков убавка. В конце ряда столбик последний не довязываем, меняем цвет на красный. Довязали. Следующий 18 и 19 ряд провяжите 2 ряда по 24 столбика без накида. Провязали. Следующий ряд мы вяжем 20, провязываем 1 столбик, второй и убавка. Получается 2 столбика без накида, убавка, и так повторяем еще 5 раз. Это был первый и еще 5. В итоге у нас должно получиться 18 столбиков. В конце ряда меняем ниточку на белый. Провязали. Далее с 21 по 27 ряд нам нужно с вами провязать по 18 столбиков без накида, чередуя также. Сначала 3 ряда вы провязываете белого, потом 3 ряда красного и 1 ряд белого. На этом вязание ручки у нас заканчивается. Останется только сделать обвязку. Так, еще один такой момент, когда довяжете предпоследний ряд, а красным это получится уже 3, красную ниточку сразу обрежьте и ввяжите ее в 27 ряду. После того, как довязали 27 ряд, в первую петлю присоединяемся, провязываем соединительный столбик, воздушная петля, и ниточку можно обрезать. Все, основная часть ручки готова. Ниточку обрезаю коротенькую. Приступаем к обвязке. Также белой нитью присоединяемся к оставшимся передним полупетлям. Вот положение ручки, как я буду ввязывать. Находим первую полупетельку, присоединяем ниточку, и далее нам нужно провязать в каждую петлю прибавку. Оставшийся хвостик можете сразу же ввязать. Так, туда, где мы сделали только что воздушную петлю, сразу же провязываем 1 столбик без накида.
следующую петлю 2 столбика без накида, в следующую петлю снова 2 столбика, и так вяжете до конца ряда по 2 столбика без накида в одну петлю. Довязали до конца ряд. Далее вяжем сразу же следующий. Я не делаю соединительного столбика, просто сразу в первую петлю. Продолжаю вязание. Второй ряд мы просто обвязываем столбиками без накида. После того, как довязали ряд, делаем уже соединительный столбик и ниточки прячем. Сейчас я довяжу ряд до конца и покажу, как буду это делать. Прятать получившиеся хвостики. Довязали. Эту первый хвостик я ввязала, поэтому я его просто обрежу, а второй я прячу с помощью иголочки. Перехожу под обвязку и прохожусь несколько раз внутри игрушки. И на этом все. Ниточка у нас закреплена внутри игрушки. Через Hollow Fiber мы ее провели, поэтому она уже не вылезет и никуда не денется. Все, хвостики я обрезаю, и первая ручка готова. Вторую вяжем точно так же. Все. Далее будем вязать ножки. Начинаем вязание ботиночек. Так выглядит пятка. Не самый простой способ вязания, поэтому нужно смотреть будет внимательно. Сложного ничего нет, если полностью повторять все за мной. Так, в этот раз я ботиночки начну другим цветом. Это у меня будет зеленый. Начинаем мы с кольца амигуруми. И в кольцо провязываем первый ряд 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6 столбик. Кольцо стягиваем, вяжем дальше следующий ряд. Нам нужно провязать с вами 6 прибавок. В общем, у нас получится в конце ряда 12 столбиков. Первая прибавка. Вторая прибавка. И так провяжите еще 4 до конца ряда. Провязали. Следующий третий ряд мы с вами вяжем 1 столбик без накида, прибавка. И повторяем эту комбинацию до конца ряда. Должно у нас получиться с вами в итоге 18 столбиков. Провязали. Вяжем следующий 4-й ряд. Провязываем первый столбик, второй столбик и прибавка. Провязываем точно так же еще 5 раз. И должно у нас в итоге получиться 24 столбика. Следующий 5-й ряд вяжем первый столбик, второй, третий и провязываем прибавку. Повторяем также еще 5 раз. В конце ряда у нас с вами получается 30 столбиков. Следующий 6, 7 и 8 ряд, всего получается 3, провязываем по 30 столбиков без накида в ряду.
Вот такая деталь у нас получается. Далее ряды пойдут уже на убавление по бокам. Для начала мы провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12 и 13 столбик. Далее вяжем убавку. И еще один раз провязываем 13 столбиков без накида, убавка. И в конце ряда у нас с вами получится 28 столбиков. Вяжем следующий 10 ряд. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12 столбик. Провязываем убавку. Также довязываем еще один раз до конца ряда. Вяжем 11 ряд. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11. Провязываем убавку. И еще раз провязываем 11 столбиков, убавка. 12 ряд. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 столбик. Убавка. И еще один раз вяжем точно так же. 10 столбиков, убавка. Вяжем 13 ряд. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9 столбик. Провязываем убавку. Еще один раз провязываем 9 столбиков, убавка. Провязали 13 рядов и теперь будем начинать вывязывать пяточку. Но для начала нам нужно с вами провязать 3 столбика без накида. Это у нас идут петли смещения. Первый, второй, третий. И теперь ставим маркер. Это у нас будет начало ряда. С этого места начнется. Получается, это третья петелька, это последняя петля ряда. Далее вяжем пяточку. Провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй,
третий, четвертый. Да, вот эти 3 столбика, которые мы провязали, мы сделали это для того, чтобы только что связанные 4 столбика оказались посередине между убавками. Вот мы с вами делали убавки. Как раз получается, видите, вот эти 4 столбика, это начало пяточки, они должны быть ровно посерединке. Вот здесь по краям убавки. Вот для того, чтобы их выровнять, мы провязали 3 петли смещения. Так, провязали 4 столбика. В следующую петлю мы провязываем соединительный столбик, воздушная петля и вязание разворачиваем. Далее вяжем с первой петли сразу же. Давайте еще раз. Вот мы развернули и сразу же с первой вот этой петли начинаем вязать. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый. И теперь в этот столбик, который у нас был последний, где поставили маркер, нам нужно провязать соединительный. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Дальше вяжем также с первой петли. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И теперь в первый. Вот здесь у нас столбик. Провязываем соединительный. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. Так, вот что у нас получается. Вязание разворачиваем. Дальше провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и в последнюю петельку седьмой столбик. И снова теперь провязываем соединительный. Посмотрите вот внимательно. Вот сюда нам нужно провязать соединительный столбик. Вот это у нас был последний столбик, где у нас был маркер. Мы в следующий. Соединительный. Воздушная петля и вязание разворачиваем. Видите, у нас уже начинает формироваться пяточка. Далее вяжем. Все время вяжем с первой петли от крючка. Не пропускаем ее. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И также в первую петлю, получается, это у нас был 13 ряд, 13 ряда провязываем соединительный. Воздушная петля, разворачиваем вязание, и теперь нам нужно провязать 9 столбиков. Первый, второй, третий,
четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Соединительный столбик. Получается, вот эту часть мы не трогаем. Следующий столбик 13 ряда. Воздушная петля, разворачиваем. Теперь нам нужно провязать 10 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. И снова присоединяемся соединительным столбиком к 13 ряду. Я думаю, здесь хорошо видно. Получается, вот это у нас все идут ряды пяточки, а это наш 13 ряд, к которому мы каждый раз присоединяемся в конце каждого ряда. Воздушная петля. Разворачиваем. Теперь 11 столбиков провязываем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11. Присоединяемся к столбику 13 ряда. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Теперь провязываем 12 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12. Присоединяемся к петлям 13 ряда. Воздушная петля. Воздушную петлю провязали, разворачиваемся и теперь провязываем 13 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12 и 13. Также присоединяемся к 13 ряду, к следующей петле. Воздушная. Разворачиваем вязание и теперь уже вяжем по кругу. У нас должно с вами получиться 22 столбика без накида. Первую петлю не пропускаем. Вяжем первый. Сейчас идем по пяточке. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Далее вяжем один столбик между переходом. Это получается на пяточке у нас. Между пяточкой и вот носочком. Прямо в серединку провязываем один столбик без накида. Это будет 15. Теперь уже по передней стороне вяжем. 16. 17, 18, 19, 20, 21 и 22 столбик также вяжем вот в серединку между частью пяточки и вот этой передней частью. Все, 22 столбика. Так, провязали. Сейчас покажу более наглядно, что у нас получилось. Вот такая должна получиться деталь. Сейчас нам нужно сделать с вами смену ниточек. Давайте последний столбик мы сделаем не довязанным, оставим 2 петли на крючке. Нить, которой мы вязали ботиночек, выводим наперед и не обрезаем. Она нам пригодится сейчас для обвязки чуть попозже. Берем ниточку цвета штанишек. И протягиваем ее через 2 петли на крючке. Эту не отрезайте. Пусть остается. Так, следующий ряд мы с вами провязываем за задние стеночки. Петли передние оставляем, пригодятся для обвязки, и вяжем только за заднюю стеночку. Здесь у нас с вами был столбик. В начале не пропустить, которую мы делали воздушную петлю, мы не провязываем, а именно вяжем уже за полный столбик. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 столбик. Далее вот этот последний столбик, который у нас был, мы его не провязываем, а оставляем 21. Последний провязывать не нужно. Далее нам нужно с вами, начиная от 16 по 31 ряд, это получается 16 рядов, провязать по 21 столбику в ряду. Всего 16 рядов. Провязали 16 рядов, теперь складываем деталь пополам
И смотрим, сколько нам нужно еще провязать петель до вот этой части. Складываем носочком вперед, чтобы было ровненько. У меня получается нужно провязать еще 13 столбиков. Сейчас я провяжу. Нужно, чтобы ряд заканчивался не вот здесь, а с другой стороны. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12 и 13. Все, складываем деталь и смотрим. Мне понадобилось 13 столбиков. У вас может быть на пару столбиков больше или меньше. Посмотрите, сложите пополам. Дальше следующую петлю провязываем соединительный столбик и ниточку обрезаем на первой ножке. Так делаем только на первой. Вот так выглядит. На второй ножке нужно будет провязать 4 столбика. Я вам в следующей части тоже свяжу вторую ножку, и как начнем вывязывать туловище, я скажу точно, сколько у меня получилось. Но пока что 4 на второй ноге. На второй ноге ниточку не обрезаем. Теперь давайте приступим к обвязке. Ниточку мы специально оставляли. Присоединяемся к полупетелькам оставленным. Провязали одну воздушную петлю и дальше мы вяжем. Это у нас получается как будто бы столбик без накида один. В следующую петлю мы провязываем прибавку. И так чередуем. Сейчас провяжу прибавку. Чередуем один столбик без накида, в следующую петлю прибавку. Один столбик без накида, прибавка. И так до конца ряда. Довязали. И присоединяемся в первую петлю, где мы делали воздушная петля, в ее основании. Соединительный столбик, ниточку вытягиваем и обрезаем. Можно чуть подлиннее, чтобы было удобнее ее потом спрятать. Прячу я также с помощью длинной иглы внутри ножки, как я показывала это на ручке. Все, вяжем такую же вторую ножку, можете набить до конца плотненько. Ножки я прям хорошо плотно наполняла. Вот такая она у нас получилась. Остальное мы с вами будем вязать уже в следующей части.